Всем привет! Архитектурные новости. Архитекторы из Англии обновили здание 16 века, где раньше производили шерсть, а позже была легендарная музыкальная студия. Теперь это уютный жилой дом и современная студия звукозаписи. Проект сочетает старое и новое. Сохранили каменные стены и арки, утеплили пробкой, добавили стеклянные проемы и современную деревянную отделку. Внутренние переходы спроектированы так, чтобы подчеркнуть диалог между историей и современной архитектурой. Это пример того, как бережно и творчески можно переосмыслить заброшенные здания, сделав их актуальными и комфортными для жизни и работы сегодня. В северо-восточном районе Сеула открылся первый в Корее музей, посвященный исключительно фотографии. Здание с динамическим фасадом и мягким светом внутри спроектировано австрийской студией Jadrix совместно с корейским 1990 УАО Architects. Оно не только выставочное, но и архивное, рассчитано на долгосрочное хранение и исследование фотоискусства. Архитектура построена вокруг света. В интерьере чистые линии, световые колодцы и переходы, создающие ощущение покоя и внимания к деталям. Музей открылся с двумя выставками. Одна посвящена истории корейской фотографии 20 века, вторая – размышлениям современных художников о музее как пространстве памяти. Новый музей расширяет культурную карту Сеула и формирует диалог между архитектурой, искусством и обществом. В Лос-Анджелесе построили экспериментальный жилой дом из CLT-панелей. Это 9 квартир, которые собраны как готовый продукт по модульной системе. Архитектор и девелопер в одном лице Super LA. Их идея проста. Вместо того, чтобы каждый раз проектировать дом с нуля, они создают конструктор, который можно легко масштабировать. Конструкция гибрид массивной древесины и каркасного дерева. Такая система впервые используется в многоквартирном доме Южной Калифорнии. Всю электрическую энергию дают солнечные панели. В интерьере кедр, пробка, кварц из переработанных материалов и оставленные на виду деревянные панели. Интересный проект как возможная модель для массового и при этом качественного жилья, экологичного, быстрого в строительстве и адаптивного. В Нью-Йорке представили рендеры нового центра временного содержания в Бронксе. Проект, который претендует на кардинальное переосмысление архитектуры тюрем. Вместо мрачных глыб светлая терракота, перфорированные металлические экраны, зеленые крыши с солнечными панелями и даже магазины на первом этаже. Да, это действительно тюрьма, и именно так она должна выглядеть в будущем. По мнению студии Сетра Руди и Департамента капитального строительства Нью-Йорка, здание с террасообразной формой буквально уходит от высотных магистралей и пригибается к жилым кварталам. Это не просто композиция, а своеобразный диалог с городской тканью. Такую пластичность масса редко можно встретить в пенитенциарной архитектуре, но она задает новую планку для подобных объектов. Интерьеры тоже удивляют. Светлое дерево, терраса, флуоресцентное освещение и просторные зоны ожидания со скайлайтами. Каждая деталь подчеркивает идею достоинства и уважения к заключенным и персоналу. Также видно, что это не просто здание для содержания, а попытка создать более человеческую среду, особенно в условиях, когда страна остается лидером по числу заключенных. Важно и то, что проект станет частью общей стратегии по закрытию одиозного комплекса Rikers Island и его замена на более локальные и гуманизированные центры в разных районах города. Архитектура здесь не просто оболочка, а инструмент социальной реформы. Вопрос: как вы себе представляете деревенскую школу? Французская студия Ateliers OS создала гимназию, органично вписанную в сельскохозяйственный ландшафт Валь-д'Оаза. Образ здания вдохновлен традиционными амбарами, простыми практичными формами с выразительной деревянной обшивкой. Такое решение помогает постройке стать половиной пути между народным и современным, плавно переходя от традиции к актуальному архитектурному языку. Гимназия состоит из двух объемов: большого спортивного зала с высоким потолком и вспомогательных помещений, раздевалок, технических и служебных зон. Каркас здания из бетона и дерева, который оставлен открытым внутри, что подчеркивает натуральность и функциональность конструкции. Кровля же из гофрированного металла, что отсылает к индустриальному и сельскохозяйственному наследию региона. Особое внимание уделено использованию дерева. Экстерьер дополняют слегка изогнутые крыши и темная деревянная обшивка, более тонкая на спортивном зале и чуть толще на вспомогательных постройках.
что визуально их разделяет. А озелененная парковка с системой сбора дождевой воды и продуманными пешеходными дорожками создает комфортную среду вокруг здания. Любите ли вы Лего? Я не просто так спрашиваю, потому что многие архитекторы любят Лего. Датское бюро Цебра проектирует новый офис для дизайнеров Лего в Белуне, городе, где началась история бренда. Это будет не просто офис, а целый кампус на 1700 сотрудников с крупнейшей в мире библиотекой деталей Лего. 20 тысяч элементов в 70 цветах. 6 деревянных блоков кампуса собраны вокруг атриумов и объединены центральным маршрутом Playway. По сути, аналог улицы, где пересекаются сотрудники, идеи, проекты. Архитектура напрямую отсылает к самим кубикам Лего, модульность, сборка, игра. Но главный материал древесина, причем с сертификатом FSC, что поддерживает экологические цели компании, снижение выбросов на 37% к 2032 году. Архитектура нового офиса точно выражающая ДНК бренда, быть одновременно игрой и пространством для серьезных решений. В Лос-Анджелесе завершился конкурс Small Lots Big Impact, где архитекторы предложили доступное жилье для малых участков. Победили проекты, сочетающие плотную застройку, модульность и интеграцию ADU, дополнительных жилых единиц. Например, Shared Steps от Word и SSK объединяет несколько зданий под единым фасадом, а 4x4x4 от Light and Air модульный проект с бетонными панелями и террасами. Также есть вертикальный квартал из дерева и компактный жилой блок с террасами. Это попытка дать реальную архитектурную альтернативу пригородной застройке, так как лучшие проекты будут реализованы на 10 городских участках. Музей Наушима от Тадао Андо. Яркий пример современной архитектуры, где бетон, свет и тишина создают особую атмосферу. Здание интегрировано в природный ландшафт острова с подземными уровнями и центральной вертикальной осью, которая пропускает свет и связывает посетителя с морем и небом. Фасад из черного покрытия и гальки, отсылая к местным традиционным материалам и архитектуре. Музей стал 10-м объектом Андо в рамках проекта Business Art Site и первым, который носит имя Наошима острова. В нем открылась масштабная выставка азиатских художников с произведениями, которые исследуют темы памяти, идентичности и связи человека с местом. Экспозиция разбросана по галереям, кафе и наружным пространствам, создавая глубокий опыт взаимодействия искусства и архитектуры. Новый проект Big в Нью-Йорке. Студия Big создали в Бруклине жилой комплекс с уникальной архитектурой. 27-этажное здание с каскадными блоками, которые складываются и переливаются в сторону канала. Эта форма избегает монолитности, создавая воздушное и открытое пространство с внутренними дворами и видами на воду. Проект включает более 1000 жилых единиц, около 250 из которых доступное жилье, что отражает новые возможности после зонирования 2021 года. На первом этаже размещены художественные студии и магазины, интегрирующие комплекс в креативный район, соседствующие с историческими объектами. Здание строится с учетом устойчивости, приподнято над уровнем возможных наводнений, использует ультранизкое энергопотребление и экологичные технологии. Ландшафтный дизайн включает общественную набережную с зонами отдыха и природным биоразнообразием. Проект, укрепляющий позиции Big в Нью-Йорке, демонстрирующий их подход к устойчивому и интегрированному городскому развитию, объединяя архитектуру, инфраструктуру и природу. В Джакарте открылся Self-Care Community Center. Культурно-экологический центр, размещенный в старом здании архитектора Андре Матина, которое было преобразовано в пространство для общественной активности, искусства и экологии. В ее основе переработка 11 тонн пластика, использована для оформления фасада, мебели и интерьеров. Центр включает медитативные зоны, библиотеку, мастерскую по апсайклингу, это повторное использование, ресторан и даже станки для переработки пластика в зоне общения. Пространство оформлено в узнаваемых фирменных цветах студии, синие и красные акценты, а мебель собрана без клея и лишней фурнитуры. Этот проект — синтез архитектуры, устойчивого дизайна и культурной инициативы, которая ориентирована на локальное сообщество. Проект Out of the Box от NVRDV. 25-этажный жилой дом в Тайбэе, спроектированный как вертикальный пазл из выступающих объемов. Вместо монолитной формы архитекторы создали фасад с лоджиями, террасами и эркерами, которые адаптированы под инсоляцию, виды и нормативные ограничения. Каждая из 93 квартир уникальна, но все обеспечены доступом к открытому воздуху и пейзажу. Проект активно использует цифровое моделирование и локальные регламенты, но не как ограничение, а как инструмент дизайна. Здание становится не только очередным
простым жилым зданием, но и городской доминантой, интегрированной в городскую ткань, открытой к диалогу с улицей. Снова в Китае сельская архитектура сплетается с современностью. В глухой деревне Сончжуан в Китае архитекторы Team Building, или точнее Team BLDG, превратили дом 90-х годов в первый сельский арт-музей, посвященный ткачеству. Вместо того, чтобы скрыть контраст с традиционной застройкой, архитекторы его усилили. Здание разделено на 4 объема с внутренними двориками, своего рода архитектурный квартет. Главный прием – алюминиевая решетка по фасаду, где красные и белые ламели имитируют ткань, создающие эффект живого цвета. Утром здание розовое, днем почти прозрачное, а в снег белое. Внутри минимум декора, внимание сосредоточено на свете, пространстве и искусстве. Вертикальный атриум пронизывает здание, связывая 3 этажа, а терраса открывает панораму на деревню. Даже мебель в кафе в виде ткацких станков. Все здесь продолжение одной темы. Архитектура как ткань, сплетающая современность с деревенской культурой. Лауреат Прицкеревской премии 1999 года Норман Фостер 1 июня отметил свое 90-летие. Норман Фостер, британский архитектор, один из главных представителей хай-тека и устойчивой архитектуры, знаменит своими инновационными и технологичными проектами, знаменитый огурец в Лондоне, башня в Гонконге, купол Рейхстага в Берлине, Apple Park в Калифорнии и также другие проекты. Фостер активно использует стекло, металл и экологические технологии. Его подход – это легкость конструкции, открытость и устойчивость к изменениям климата. Норман Фостер – уникальное явление в архитектуре. Его путь от мальчика из Манчестера, работающего водителем фургона с мороженым, до лорда с состоянием в сотни миллионов, создал одну из крупнейших и самых влиятельных архитектурных компаний мира. Даже в 90 лет он продолжает работать, участвовать в проектах, руководить студией и обучать студентов. Кстати, в архитектурных конкурсах, где участвуют разные известные студии, наиболее проработанный проект за отведенное короткое время обычно у студии Нормана Фостера. Главные причины успеха Нормана Фостера. Инновационный подход. Еще в 60-х Фостер начал применять системное мышление, интеграцию инженерии, технологии и архитектуры. Командная модель. Студия Фостер и партнеры работают как 6 независимых студий с доступом к сотням инженеров и экспертов. Умение убеждать. Он виртуозно общается с клиентами и доносит идеи, будь то огромные корпорации, как Apple или правительство. Бизнес-инстинкт. Он заранее чует, где появятся крупные заказы от Гонконга до Саудовской Аравии. Фанатичная работоспособность. От постоянных набросков до визитов на стройки. Фостер всегда в деле. Проекты вроде башни в Гонконге, купола Британского музея, штаб-квартира Apple, реконструкция Рейхстага стали символами эпохи. Даже критики признают, его худшая работа все равно выше среднего уровня в отрасли. Фостера можно назвать архитектором-футуристом, способным соединять высокую технологию с гуманизмом. Он олицетворяет архитектуру глобального масштаба, не утратившую идеи и дисциплину. И раз уж зашла речь о Нормане Фостере, советую также посмотреть фильм «Сколько весит ваше здание, Норман Фостер». Фильм о человеке, изменившем архитектуру, от режиссеров Норберто Амадо и Карлос Каркас. Документальный фильм «Сколько весит ваше здание, мистер Фостер» 2010 года рассказывает о жизни и философии знаменитого архитектора Нормана Фостера. Авторы показывают путь Фостера от бедного мальчика из Манчестера до создателя культовых зданий по всему миру. Название фильма – цитата архитектора и изобретателя Бакминстера Фуллера, который вдохновил Фостера на осознанное и технологичное проектирование. Сперва Фостер был ошарашен этим вопросом и не смог ответить, но проведя расчеты, он дал ответ на этот вопрос. Внимание, спойлер! 5328 тонн. А какое здание, вы можете узнать, посмотрев фильм. Центральной идеей ленты – архитектура как ответственность перед будущим. Фильм показывает, как Фостер объединяет технологии, эстетику и устойчивость, создавая здания, которые не просто красивы, но и полезны для людей и города. Это вдохновляющая история о том, как мышление может изменить мир. Так я устроился на работу в муниципалитет Манчестера, но она оказалась жутко скучной. Поэтому я сбегал во время ланча и любовался архитектурой. А вы знаете, сколько весит ваше здание? В Чили изменение нормативной базы. Обновление закона и новая циркулярная инструкция, выпущенная Министерством жилищного строительства Чили в мае 2025 года, знаменует собой важный шаг к ускорению процедур получения разрешения на строительство, что актуально в контексте борьбы с административной волокитой, проблемой актуальны во многих странах. Основные изменения нового чилийского закона касаются 4 сфер.
Публичность разрешений. Теперь муниципалитеты обязаны публиковать на своих сайтах все выданные разрешения с копиями. Это создает юридическую презумпцию осведомленности и запускает отсчет сроков на подачу апелляций. Сроки рассмотрения. 30 дней по умолчанию, 60 дней для масштабных проектов на 1000 человек и более. Если же к заявке прилагается заключение независимого эксперта, срок сокращается вдвое. Молчание как отказ. Если муниципалитет не отвечает в срок, заявитель может самостоятельно объявить разрешение отклоненным, что дает право подать жалобу. Новая система апелляций. Вместо обжалования на уровне муниципалитета теперь предусмотрена апелляция через региональный секретариат министерства с возможностью последующего судебного пересмотра. Для архитекторов и девелоперов это упрощает процесс и делает его более прозрачным, особенно при масштабных и спорных проектах. Однако реальное влияние зависит от скорости цифровизации муниципалитетов и профессионализма местных дирекций. Этот пример может быть полезен при сравнении с реформами в других странах Латинской Америки и Европы. И на этом пока все новости. Не забывайте оставлять свои комментарии, нажимать лайк, подписываться. И увидимся с вами в следующих выпусках.